Друзья, всем привет! На связи Кучинский Кирилл, и сегодня мы разберем доллар и что с ним может происходить в 2026 году. Это то, что волнует и может быть интересно практически каждому из нас. Это разговор не в стиле вот завтра все рухнет или наоборот, да, все будет хорошо. Потому что эти видео и эти разговоры, они ничего не дают, кроме эмоций. Я сделал немного по-другому. Я разложу ситуацию по компонентам, и мы просто рассмотрим, что говорят и на что опираются в своих прогнозах крупнейшие банки. И в конце, естественно, мы соберем практический вывод, который можно применить обычному человеку, а не только тем, кто торгует валютой каждый день и для кого это профессиональная стезя. На своем канале я стараюсь говорить про финансы понятным языком, поэтому с вас лайк и подписка. Давайте разберем те факторы, которые все обозначают и которые и теоретически, и практически влияют на курс доллара. Если по ходу просмотра видео у вас появятся вопросы по вашему кейсу, я достаточно регулярно отвечаю в Telegram. Есть общий Telegram-канал с разборами, а также есть мой личный Telegram, куда вы можете написать напрямую по интересующему вас вопросу. Теперь к первому вопросу. Правда ли, что судьба доллара и курс доллара будет определяться исключительно процентными ставками? Это достаточно простая и популярная логика. Есть ставка в США, есть ставка в еврозоне, есть разница между этими ставками. Так почему же курс никуда не двигается? Ключевой момент, что влияет не только разница в ставках, она безусловно влияет. Влияют абсолютно четко ожидания относительно снижения этой ставки. И как только становится понятно, что ставка поедет вниз, то считайте, что рынок уже принял логику того, что ставки еще больше отдалились друг от друга. Что мы видели на примере США и Европы в 2025 году? С одной стороны, снижение ставок, да, происходило. Оно было запланировано. И даже если ставки еще не начали снижаться, доллар резко пошел вниз относительно всех остальных валют. Почему? Потому что все, кто работают на рынках, понимали, что сейчас ставка в долларе достаточно высока. Но через какое-то уже достаточно ограниченное время все будет совсем по-другому. Ставка снизится. И это снижение анонсировали с самого начала года. Для понимания, как это работает, давайте рассмотрим пример евро-доллар. Я беру пару евро-доллар и сопоставляю ее с разницей в ставках. Ставка, соответственно, в долларе и ставка в евро. График рядом со мной как раз показывает, что связь есть, она в наличии, но она совсем не механическая. Вы можете видеть периоды, когда разница в ставках еще не реализовалась, а ожидания уже изменились, и, соответственно, курс ведет себя немножко не так, как диктуют ему именно существующие ставки. Он базируется на ожиданиях. Но при этом, если не понимать суть и логику процесса и смотреть только на разницу в ставках, вы, безусловно, придете к другим выводам. И эти выводы будут не всегда корректны. И теперь возникает логичный вопрос. Если разница в ставках не объясняет все движение, то какие факторы объясняют? Например, очень простая вещь. Так называемая премия за риск. Допустим, все ожидают кризиса в мире. Все плохо, почему-то снизилось производство в Китае, в Индии, с Россией вообще непонятно, что происходит. Что происходит с активами? Какой традиционный шаг выбирают глобальные управляющие? А глобальные управляющие говорят: ребят, у нас есть одна экономика, она самая большая, самая глобальная и самая диверсифицированная. Это Америка. И поэтому мы от греха подальше, нам сейчас не нужны доходности, нам важно сохранить и не потерять. Поэтому мы будем вкладываться в американские активы. И даже если в этот момент ставки в Америке достаточно низкие, а вокруг бушует финансовый идеальный шторм, то курс доллара будет расти, несмотря на то, что ставка низка, потому что все приходят и стараются купить долларовые активы. При этом то, что ими движет, это не ставка, это не нормальная логика. Это так называемая премия за риск. Поэтому вот эта премия за риск и за стабильность – это то, что, безусловно, влияет на курс. Теперь, что происходит у нас в мире? Да у нас, в принципе, сейчас начинает работать исключительно право сильного. А где это право плюс-минус работает? Оно как раз в Америке плюс-минус соблюдается, поэтому да зачем нам это Европа, зачем нам это Китай и уж вообще зачем Россия, думают управляющие. Да пойдем в Америку и купим американские активы. Да, мы несем риск обесценивания доллара, но при этом у нас абсолютно четко элиминируются риски, связанные с регионом. Допустим, в Китае что-то совсем не так, все конфискуют. Россия вообще попала под санкции. Индия слишком сильно дружит с Россией. Я говорю условно. И ровно эта премия за риск – это и есть определяющий элемент в достаточно большом количестве случаев. Все достаточно диалектично. То есть экономика, она не имеет в основе вот такую простую линейную связь, что сначала растет доллар, а потом изменяется торговля нефтью. Нет. Понятно, что доллар на все влияет, потому что практически все товары, все металлы, все товарные фьючерсы котируются в долларе. На самом деле влияет и доллар влияет на торговлю, и торговля влияет на доллар.
Но влияние доллара, поскольку это вообще глобальная валюта, оно сильно больше, чем каждый отдельный товар будет влиять на доллар. Вот очень часто происходит следующая штука. Ой, рынки выросли. Так это не рынки выросли, а индекс доллара упал относительно всех валют. И, соответственно, все, что номинировано в долларе, то есть, допустим, у вас ценность вашего условного доллара упала на 1%. Это значит, что все вокруг плюс-минус на 1% или там на какой-то мультипликатор вырастет. То есть оно стало стоить дороже в долларе. То есть у вас за $1 можно теперь купить не там тонну меди, а 900 килограмм. Условно я говорю. Смотрите, то есть что у нас есть? У нас есть, первое, паритет процентных ставок. Он, безусловно, это ключевой фактор, который влияет на курс. Второй момент. У нас есть риск-фактор. И он может повлиять, может не повлиять, он может давать краткосрочные импульсы, которые будут достаточно значимы. А теперь, что прогнозируют с учетом этих двух факторов крупнейшие банки? Какая моя оценка? И самое главное, что делать обычному человеку? Что говорят крупнейшие банки? Они говорят, что ключевой фактор в 2026 году – это разница в процентных ставках. Все ждут, что ставка в долларе будет понижаться, поэтому все ожидают ослабления доллара. Я в целом согласен с такой оценкой. Соответственно, я жду ослабления доллара относительно всех остальных валют. Это не значит, что нужно сейчас брать и продавать доллар. Это не инвестиционная рекомендация. Это общее видение на год, но, безусловно, доллар и любые другие валюты могут быть подвержены шокам, про которые я только что поговорил. Вот эта риск-премия может сильно влиять на курс. Поэтому говорить про то, что вот доллар нужно продавать завтра, нет, это не так. Но в целом, в среднем, до тех пор, пока ставки по доллару будут снижаться, я жду ослабления доллара. Опять-таки, если не будет каких-то глобальных катаклизмов. Что такое глобальный катаклизм? Допустим, происходит усиление украинского конфликта, что-то разгорается на Тайване. Или, например, операция США в Венесуэле идет совсем не так. Вот этот риск-фактор и реализация таких сценариев, она, безусловно, заставит управляющих больше смотреть на доллар, больше инвестировать в доллар. Я специально не хочу сводить выпуск к тому, что вот нужно срочно продавать доллар, потому что такие советы исключительно вредны, если они не учитывают контекст. Есть несколько здравых принципов, на которые вы можете опираться при принятии решения. Первое. Не принимайте решение на основе одной идеи, даже если она кажется вам супер умной, из серии «все или ничего». Вот завтра все доллары продам, сегодня все доллары куплю. Во-вторых, валютный риск – это не про угадывание курса на завтра или на через месяц или на через год. Это то, как курс влияет на ваши финансы, на ваши активы и на вашу финансовую систему. Это про горизонты и про ограничения, которые у вас есть. Поэтому планируйте разные сценарии всегда. И, собственно, к чему это все ведет? Это ведет к диверсификации. Если, допустим, вы живете в еврозоне и тратите все в евро, но при этом зарабатываете в долларах, логично вполне перенести в этом случае хотя бы часть сбережений в евро. Но часть, и, собственно, по совету исключительно профессионалов, базируясь на аналитике и на ваших расчетах, а также на ваших потребностях в этих валютах. Именно поэтому я веду телеграм-канал, чтобы оперативно разбирать те новости и те ситуации, которые влияют на принятие решений. Ссылка в описании, и ничего лишнего я туда не выкладываю. Напишите в комментариях, куда, по вашему мнению, пойдет доллар, что с ним будет в 2026 году, и было ли вам это видео полезным для принятия решения. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. А с вами был Кирилл Кучинский.